Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 8 по 14 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас, но я так надеюсь. Мы с вами проведем приятное время и узнаем подсказки какие-то. И, может быть, свою ситуацию, мои дорогие весы, вы сумеете просчитать на пару шагов вперед. По крайней мере, я на это искренне надеюсь. И первую карту, которую мы достанем, что важно знать, или что для вас будет в приоритете, может быть, чем придется заниматься, как видят Таро, вторую неделю января Нового года для вас, мои дорогие весы. Итак, первая карта. Что важно знать? Неожиданности или чего не избежать, с чем вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что может помешать, а что будет помогать. Давайте достанем карту «Что скрыто?». Может быть, вы не придаете чему-то значения. Может, и кто-то скрывает. Вот узнаем. По основным сферам жизни: дело, работа, бизнес. Энергия денег на этой неделе. И личную жизнь, как для вас видят карты. Что важно знать? Король жезлов. У кого-то это может быть человек и даже может быть знакомство с тем персонажем, который родился под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец или имеет там асцендент. А кто знает, может быть, и по луне никогда не знаешь, кстати, в каком ракурсе наша жизнь больше проигрывается или откликается в нашей душе. Помимо всего прочего, это карта харизматичного лидера, мои дорогие весы. Это и у вас самих есть какая-то задумка и, скорее всего, план действий. План четкий. Что-то вы хотите осуществить для себя лично или организовать, или какое-то именно для себя, словно фарватер выбрать, правильное направление, вот именно сделать как-то по-своему. Может быть, вы, столкнувшись с подобным человеком, будете обсуждать свои планы. Может быть, это какое-то сотрудничество по работе. Все же дела, работа, бизнес чаще проходят у нас по жезлам. И вообще это то время, наверное, когда к вашей персоне будет проявлено внимание. И когда вам ничего не нужно доказывать, вы сами по себе лидер. Вот в основном эта карта может проиграться как в отношении вас. Что важно знать? Вот подобные энергии лидерские для вашего знака зодиака в принципе будут на этой второй неделе января актуальны. Чего не избежать? Вот интересно. Но есть, видимо, у каждого из нас какое-то разочарование. Это не новое. Это какая-то прежняя история, которая, может быть, тянулась слишком долго. Она подошла уже к концу. И, может быть, это не окончание само по себе, но это вы так ощущаете, что что-то нужно словно подвести к итогу или знаменателю. Расставить все точки над «и», как мы говорим, или по местам расставить. Вам хочется в чем-то больше ясности. Знаете, мои дорогие весы, может быть и правда какое-то событие в вашей жизни, любой сферы может касаться, десятка мечей, может быть и в личной жизни, когда, правда, хватит переживать или хватит чего-то ожидать. Как будто не случится, вы это предчувствуете, понимаете, или вы, где-то проанализировали и тоже уже не хочется какую-то историю затягивать, чтобы она вас словно тянула назад. И правда, по десятке мечей мы прощаемся с прошлым, мы закрываем в прошлое дверь. Это что-то, что уже перестало быть актуальным. Или вы не видите развития. Развитие может быть по предыдущему месту работы. Или по тому делу, теме, в которой вы сейчас активно участвуете. У кого-то это ситуация, опять же, из прошлого в отношениях. Может быть, тоже ожидалось одно, а по факту получилось другое. И я не вижу смысла продолжать. Нет как будто прогресса. Или вот та разочаровывающая ситуация, которую я хочу быстрее завершить, поставить точку и двигаться дальше, чтобы меня ничего не тянуло назад. Был какой-то предыдущий период, когда
Это чего угодно, повторяюсь, может касаться, когда, ну вот, знаете, вы могли приложить усилия, может быть, затратить какие-то средства финансовые, но в итоге вы сталкиваетесь с тем, что вас словно обезоружило. Нет возможности продвижения или разрешения данной ситуации. И мы словно обездвижены. Все-таки 10 мечей, как будто вонзили в нашего героя, персонажа, и он, правда, он и двинуться, и шевельнуться не может. То есть какая-то ситуация от вас не зависит. И это в неожиданностях. О себе может напомнить, например, на этой неделе тот человек, который вам доставил эти эмоции. Или тот, кто предал, мои дорогие. Или еще какая-то ситуация словно о себе напомнит. Ну, кто знает. У нас сейчас все же последующие дни после новогодних праздников, когда часто поздравляют еще люди, продолжают как будто желать хорошего, счастливого всего друг другу. А кто-то использует этот мотив для того, чтобы вернуть какие-то отношения. И вот нам говорят, не оглядывайся назад. Что-то, вот то, что ты определил, и не может быть продолжено, как будто не нужно реанимировать. Но кто-то может из ваших оппонентов попытаться это сделать. Чему сейчас не время? Ну вот посмотрите, для вас, видимо, вот эта ситуация подведения итогов, и главное, рациональное видение того, что есть по факту. Никаких иллюзий не должно быть. И чему сейчас не время? Пятерка кубков. Посмотрите, у нас как будто сожалеет об этих кубках. Именно в этой колоде не кто-нибудь, а сам Иерофант. О том, что не получилось. И эта карта в целом хандры, апатии. Вот этому сейчас не время, правда, быть рациональным логиком и умение видеть, что вот в плане практичности, то, что осуществимо. Нет никаких эмоций, нет никаких иллюзий. Иначе они нас уведут в какое-то сожаление. И мы там застрянем. В последующем эта апатия может перейти в депрессию. И мы сами себя словно обесточим. Вот не пытайтесь заново переделать то, в чем вы уже наверняка знаете, что продолжения не будет. Что будет помогать? У вас очень сильная позиция. Карта императрицы– это карта власти. У вас сейчас дважды сильная позиция. Помимо того, что нам сказали, карта харизматичного лидера. Это лидерство, когда, ну, может быть, без регалий, без каких-то должностей, без каких-то почестей, но это харизма, вот именно ваша, личная. И это уже лидерская позиция. А с учетом карты императрицы, когда как раз мы стоим словно на пороге, когда многие наши, ну, наверное, желания могут начать исполняться, когда мы можем изменить статус у кого-то через деньги, у кого-то через работу, новые возможности, когда все в вашей власти, у вас, наверное, вот-вот какие-то перемены будут. У кого-то, мои дорогие девочки, это может быть известие на неделе о том, что вы беременны, жду ребенка. Но даже если меня смотрят мужчины, карта императрицы, здесь с одной стороны, это вы сами где-то в этих энергиях, но это не карта императора, поскольку император в других энергиях, это более жесткое. Здесь где-то быть добрее к самому себе, быть добрее к собственной душе. Может быть, уделить внимание своему здоровью, имиджу, это все важно для императрицы. И все же, карта власти, но власти доброй, умение договариваться, быть дипломатом. Но эта дипломатия не кому-то должна пойти во благо дважды, мои дорогие весы. Это должно пойти во благо лично вам, продвижению ваших проектов. Вообще, карта императрицы– это карта нового «я» в каком-то совершенно в другом аспекте. И не случайно у нас начинается с лидерской карты. Правда, дважды сильная позиция. Тут что-то вам нужно для себя самого, самой сделать, то, что будет иметь значение на последующий период. Сильно, правда, тут на этой неделе может быть что-то очень знаковое, правда, что скрыто. Нет того, чтобы от вас нарочито скрывали. Хотя, если вы сталкиваетесь с людьми из прошлого или с ситуациями, вы сами можете интуитивно, скорее всего, просчитать, что от вас хотят люди или конкретный человек, или чем это все закончится, обернется. Хотя опыт-то уже есть. Здесь опыт сын ошибок трудных. Вам будет буквально помогать принять какое-то решение, мои дорогие. Вот это какое-то решение очень важно, скрытое, может быть от вас. Или если есть сомнения
по тому или иному вопросу, обстоятельствам, событиям, человеку, значит, не сомневайтесь в себе. Видимо, может быть, для кого-то из вас будет даже важным на этой неделе озвучить свое решение. Может быть и так. Или если, ну, хотя дипломатия она от нас требует иногда и промолчать, значит, внутреннее какое-то решение сообразно, вот посмотрите, король жезлов, мы сказали, да, лидерская карта, и тут-то ведь жезлы, а туз это именно то заключительный, как будто наш вердикт. Пусть это останется где-то в вашей душе, это ваше внутреннее решение, что вот я точно назад больше не пойду, я не буду возобновлять, может быть, отношения, работу, продолжение какой-то темы. Я не буду принимать участие в тех вопросах, которые потом будут означать для меня потерю времени, потерю сил, неправильно приложенную свою энергию к тем вопросам, которые выгодны кому-то. Вы сейчас в центре внимания. Вот значит однозначное в чем-то решение вы будете принимать. И даже если вдруг люди появляются на пороге у вас в течение этой недели, пытаются с вами снова наладить отношения, или, скорее всего, от вас что-то будет нужно, значит, вот как-то уйти, может быть, от повторения какой-то прежней грустной ситуации, чтобы еще раз не испытать какого-то разочарования. Помните, что у нас в этой колоде карт сам Иерофант как будто сожалеет. Вот у кого-то проиграется. Давайте дела, работа, бизнес. Тут, правда, смена ракурса, перемены. Если вы ищете выход из сложной ситуации, вы точно его найдете. Дважды найдете по 8 кубков. Тут именно, когда мы пытаемся разрулить либо какую-то ситуацию, или какому-то знаменателю итогу подвести какое-либо действие, для того, чтобы нас это не тянуло назад. У нас человек идет налегке, обратите внимание, он идет просто вперед. Как будто продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но какой-то путь вам нужно пройти в одиночку. Или вам самим, чтобы на вас никто не давлел, ни чужое мнение, ни кто как видит разрешение той или иной ситуации, или какие-то советы. Вот здесь все зависит от вас самих. И по 8 у кого-то могут быть как вопросы, связанные со сменой работы. У кого-то это 8, правда, уход, отъезд, прекращение. И в отношениях может проиграться. Но вы как будто точно знаете, куда я иду, чем я буду заниматься, каких отношений я хочу и чего я точно не хочу. Ваша задача выйти, наверное, вот как из ранящей какой-то прежней ситуации, так и не допускать для себя вообще сожаления самого по себе. Финансы. Найти выход из лабиринта, и вы определенно сможете. Видимо, что-то, как, знаете, ну, как если принять решение важное на этой неделе для вас, может быть, это будут новости или какие-то события еще происходят, когда вам легко с чем-то определиться. Выход вот тот самый из лабиринта найти на этой неделе у вас получится. Или со способами заработка, это у нас на деньги выпадает. Вы можете, кстати, на этой неделе кому-то отказать, если вы прежде осуществляли поддержку кого-то. Вы можете отказаться, кстати, от участия в каком-то деле. К примеру, если оно вам приносило какой-то доход, но доход но незначимый. Вы можете перенаправить свою энергию в то русло, которое максимально доходное. Если, предположим, 2 варианта заработка, 2 работы, вот захочется с чем-то определиться, чтобы, опять же, энергия в пустоту не уходила. С этого, собственно, как неожиданность, у нас все начинается, и какому-то своему плану или направлению вы точно дадите приоритет. Как будто я знаю, куда двигаться и чем я не буду заниматься, я тоже знаю. Вот этот самый выход из лабиринта, или из лабиринта собственных мыслей, или из лабиринта возможностей каких-то. Но эти возможности могут быть и со знаком минус, когда, я уже сказала, потратили время, но взаимообмена не получили. Вот здесь у вас будет больше направлено на взаимообмен. Личная жизнь. Император.
Вы знаете, тут могут стоять очень серьезные такие вопросы для кого-то из вас, даже вашей паре, императрица и император. И иерофант, мы говорим, который сожалеет. Это может быть личная история, семейная история или история той пары, тех отношений, которые не на этой неделе, как знакомства состоялись. Нет, это прежняя какая-то история вашей жизни, которая будет сопряжена с каким-то человеком. Может быть, это если у вас сейчас слушание в суде, хотя нам об этом не говорят, но кто знает, может быть, вот с учетом как раз туза мечей вы должны определиться, договориться по каким-то позициям, если правда не сложился союз, нет вариантов к продолжению чего-то, но, предположим, у кого-то есть дети, или вопросы, которые связаны так или иначе с имуществом или какими-то материальными благами, вы знаете, вы сумеете здесь договориться. Быть дипломатами вам все-таки придется, потому что это вы больше склонны договариваться, вы как будто видите, что да, нужно принять, ну, вот какую-то демаркационную линию вроде провести, но в то же время, ну, буквально не остаться ни с чем, и вы будете как раз на диалог больше настроены. Хотя ваш оппонент, он может быть более резкий, и где-то вот найти тот среднеарифметическое, или назовите это как фарватер, в котором мы сумеем договориться для кого-то из вас, очень актуально будет на этой неделе, с учетом туза жезлов, мои дорогие весы. Для кого-то из вас наоборот, у кого сейчас в паре все хорошо, тогда еще как будто лучше. Но есть какая-то грусть, тоска, может быть потому, что не сбылось, не получилось. И ну, тогда принять это как данность, чтобы идти вперед. Тут немного у каждого по-своему. Для кого-то из вас, мои дорогие весы, переезд с вашей семьей с учетом восьмерки кубков не будет для всех одинаковой какой-то истории. У харизматичного лидера, у каждого из вас, мои дорогие, своя какая-то задумка, своя харизма, свой план, но возможности огромные. И тут самое главное, правда, не потратите как и время, так и усилия в непонятном направлении определяться, как будто с чем-то придется. Но если это необходимо, вот это Соломоново решение вы точно примете. Давайте мы посмотрим карту совет. Что-то очень значимое для вас может быть на этой неделе. Либо я откажусь, либо я как-то перевожу на новый уровень отношения. Вот, кстати, у кого-то может быть. Кто-то из вас может закопать топор войны и прийти к выводу, что нет, какая-то история будет продолжена. Может быть, даже и личная история. Но это я так вижу, предполагаю, если есть что сохранять. Давайте узнаем. Ну, прямо много карт нам сыпятся, но вот одна просто выпрыгнула. Карта колесница. Вы будете так или иначе зависеть от обстоятельств. Значит, примите, наверное, к сведению очень важный факт. По карте колесницы нам так же, как с десяткой мечей, нам говорят: отпускай прошлого. Вот та история, которая уже проиграна миллионы раз, может быть, ее не следует реанимировать точно. Но те возможности, которые приходят вновь, с ними как будто тоже нужно провзаимодействовать. Вы здесь еще и будете находиться во власти обстоятельств. Именно внешние события будут оказывать на вас влияние. Вообще, это очень добрая карта, когда сбываются наши мечты. Но это не произойдет на этой неделе. Это старший аркан. И будут какие-то сами по себе перемены. Это карта «Дорога к успеху». И для кого-то из вас это будет означать, что я сейчас на этой неделе буду больше заниматься своими проектами. И так тоже может быть. Давайте я достану все же сама карту. Карта совет для весов на неделю с 8 по 14. Кто-то из вас может чувствовать вот значимость этого периода, этой недели. Будьте хитрее. И правда, карта императрицы, ну, пусть это не про хитрость где-то нам говорят, но про дипломатию. И дипломатия, она где-то иногда сопряжена с тем, что нам приходится хитрить, быть дипломатами, потому что мы не должны себе, например,
что-то сделать во вред, или нам нужно договориться со сложным человеком, или мы не должны попасть на удочку, правда, мошенникам и как-то красиво выйти из той или иной ситуации, сохранив как и себя, и всего того, что мы уже смогли добиться, достичь. Это будет важно. В целом, карта совет, безусловно, так называют картой вора, поэтому будьте внимательны к кошелькам, сумочкам, к паролям аккаунтов, к электронным платежным системам, правда, дважды, трижды будьте внимательны. Не пообещайте кому-то, что вы будете поддерживать вот точно не на этой неделе. Не на этой неделе думать о ком-то или участвовать в жизни кого-то, ну, может быть, даже как, к примеру, далекие родственники или какие-то друзья. Здесь как будто вы можете даже из добрых побуждений себя, ну, правда, в какой-то минус вогнать. Вот здесь больше не случайно нам говорят, будь хитрее, больше манипуляций. Сейчас вы сами и какой-то процесс вашей жизни или какое-то событие в вашей жизни. Тут ведь еще и на последующем как будто тоже грядут перемены, и вы быть должны во всеоружии, чего-то не упустить. Может быть, это карта, которая сама перевернулась, говорят, перемены, они не заканчиваются. В последующем тоже еще будут какие-то поездки внезапные, вот эта карта может говорить, или внезапно открывшиеся возможности. Поэтому дважды, мои дорогие весы, будьте внимательны. Здесь помимо того, что вы сами подводите итоги, так еще и пространство, Вселенная для вас готовит какие-то приятные сюрпризы. И чего-то не пропустить, и проучаствовать. Не ожидание здесь ни разу. Здесь переход как раз от одной активности к другой, как будто, и при этом быть абсолютно внимательным. Вот, наверное, такая неделя, когда не расслабишься в целом. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.